Всем привет! Вы на канале Dance Mania, где мы рассказываем вам об электронной танцевальной музыке с 80-е по нулевые года. Это спецвыпуск. Речь пойдет не совсем как о истории группы, а кое-какие интересные факты и находки их творчества. И сегодня тема нашего выпуска The Prodigy. Их невыпущенные и потерянные без релизов треки. А говорю сразу, что мы не будем рассматривать интро, линки, филы, ремиксы и ранние демо-версии треков, а также сольные работы каждого из участника отдельно от группы. Будут упоминаться только самые первые появления трека на концертах. Ну и в разборе сэмплов будут называться только используемые мелодии, гитарные рифы и вокальные партии. Скажу сразу, не забывайте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, кто этого еще не сделал, так как можно пропустить выход нового ролика. А также у нас есть телеграм-канал для общения и вопросов и группа ВКонтакте, где выкладываются все материалы, фото, аудио и полные видеоклипы, использованные в наших роликах и разбитые по альбомам. И там же можно увидеть незацензуренные версии наших выпусков и материалы, не вошедшие в ролики. Все ссылки будут в описании. Итак, погнали. Для начала пробежимся по отмененным названиям, которые были заменены при переходе с ранних заготовок треков на законченные релизы, а также альтернативные названия известных треков. Helicopter Techno имеет другое название The 95 Vibe, является вольным исполнением на живых выступлениях No Good Stadway Dance CJ Bollens Museum Mix. Voodoo Beat – трек, игравшийся на живых выступлениях с 97 по 99 года и выпущенный на сборнике VLO The Singles Special Edition 2005 года. Является немного измененной версией Voodoo People Dust или Chemical Brothers Remix. Трек Brief в самом начале создания имел рабочее название Psychomatic. Трек Diesel Power имел первое название Blow Your Mind, а песня Serial Thriller изначально называлась Lyrical Terrorist. Оба трека с альбома The Fate of the Land 1997 года. Трек Spitfire изначально думали назвать Sandstorm, а Speedfast, что игрался с ним вкупе на концертах, это видоизмененный Spitfire Nightbreed Remix. Но также в 2001-2002 годах на концертах игрался трек Trigger или же Trigger Time, который видоизменялся как по звучанию, так и по названиям и превращался в The Gun, также звучал как The Gun Reprise и в конце концов превратился в трек Shootdown, вошедший в альбом Always Outnumbered, Never Ungunned 2004 года с вокалом Лиам Галлахер, младший брат Ноэля Галлахера из группы Oasis. Кстати, в треке использована мелодия из Sagittarius My World Fell Down 1967 года. Трек Invaders Must Die имел рабочее название Jukebox Fury, а бисайд с этого сингла Mescaline озвучивался как Unstoppable. The Big Gun Down, что вошел в Lost Beats EP к альбому Invaders Must Die, изначально озвучивали как Comanche. Трек The Night Is My Friend, играющий на концертах, это The Day Is My Enemy Lion Edge ремикс инструментал. Во время концертов, ради шутки, Лиам Холлет часто проигрывал любимые треки других исполнителей, которые немного изменял под свой вкус. Итак, данная часть расскажет о каверах, что игрались на живых выступлениях, не являющиеся ремиксами и не получившие выпуска как релиз. 17 августа 2001 года игрался трек Little Goblin на Rock Oz Arenas. Он являлся скорее фил, чем полноценный трек. Но на самом деле это кавер на Goblin Dr. Frankenstein 1976 года. Кстати, небольшая часть попадет в трек Shootdown с альбома Always Outnumbered, Never Outgunned 2004 года. 23 августа 2002 года в Leeds Festival игрался кавер Madness Nightboy to Cairo. А 14 октября 2002 года на сборнике NME in Association with World Child Presents One Love выходит трек Ghost Town, одноименный кавер на The Specials, написанный Джерри Демерс в 1981 году, где трубач Пол Вигмар. Вольный сэмпл How это Divine Sounds, Do or Die, Bad Style 1984 года.
Следующий кавер Dog War с альбома Neverland 2002 года, исполненный 9 марта 2007 года в Country Club на Desert Rock Festival. Джавс, скорее фил, чем полноценный трек, исполнил 28 июня 2009 года Worthy Firm на Glastonbury Festival. Является кавером на Джон Уильямс main title Theme from Javs 1975 года с использованием оркестра Cinematic. Еще один фил Eagle Break. Это кавер на Rod Goodwin main title Where's Eagles There? Music from the Motion Picture Soundtrack 1968 года. Трек игрался 19 декабря 2012 года в O2 Academy Brixton. Далее его часть используется в Nasty, трек 2015 года. Ну а теперь давайте взглянем на треки, которые не были выпущены в синглах или альбомах, но все же получили более-менее студийный релиз, хотя не всегда и официально. Space Hopper. Ранее демо-версия, что должна была войти на Android EP, но так и осталась на аудиоленте. Трек был выложен на сайте Prodigy в 2004 году. В него входит голосовой сэмпл Джеймса Брауна Can I Get Some Help 1988 года и мелодия из A Homeboy, A Hippie и A Funky Dread Total Confusion 90 года. Death of a Prodigy Dances. Студийная версия, которая также была выложена на сайте The Prodigy, так как на альбоме Experience 1992 года присутствовала лишь версия, записанная на концерте. В треке были использованы вокальные сэмплы из Bomb the Bass, Mega Blast Rap и The House Crew, Keep the Fire Burning, а вернее даже Grand Melly Mel, White Lines, Don't Do It 1983 года. Мелодия же, скорее всего, взята из Jurassic Park Rampage Edition саундтрек. Трек River Sun 1994 года из игры на Sega Mega Drive. Rhythm Original Mix выходил 2 сентября 1994 года на Future Tracks, а также Jungle Remix, на него можно было услышать на VHS выпуске Electronic Punks 1995 года. В треках использован вокальный сэмпл The Last Post Puerto Rican Rhythms 1971 года. Что занимательно, Мартин Джеймс, выпуская книгу о группе The Prodigy, назовет ее именно этим треком. We sleep rhythms.
Fire Drill, который называли как The Beats, Narayan Beats, We Do It Like This или Edward. Это переходной трек от Narayan к Firestarter, который игрался на концертах, к примеру, 24 мая 1997 года на рок-шоу. А также долго не был отмечен как самостоятельная композиция на альбоме The Fat of the Land 1997 года между данными двумя треками. Титан, по идее, сольный трек Хоулита для второй и третьей части порнофильма The Uranus Experiment 1999 года, вышедшего на DVD. В треке использована гитара Rage Against the Machine Bulls on Parade 1996 года. No Souvenirs. Сам трек был озвучен «Что готов», но не доведен до совершенства 20 марта 2000 года. Также озвучилось, что выйдет на него макси-сингл летом 2001 года с таким трек-листом, как No Souvenirs, Uncle Remix, Dan the Automata Remix, Leroy Thornhill и Liam Howlett Remix, Mark Spike Stand Remix. Работа шла при участии 3D из Massive Attack при его тексте и вокале, а сопродюсером стал Нил Дэвидж. Также трек планировали выпустить как саундтрек к фильму «Пляж» 2000 года и его релиз в будущем альбоме 2004 года. В итоге сингл так и не вышел. Единственное, что было, это слитый в интернет Uncle Remix. Надо сказать, что Uncle также при участии Кит Флинт из Prodigy выпускал трек No Pain No Gain. Ken Beats. Трек сыгран вживую 20 ноября 2004 года на Revolution 2004. Далее при вокале Dirt Candy, что является вокалистом для Action Rada, The Day Is My Enemy и Evil и хорошим другом Howlett, выпускается как Advice в 2008 году. Кстати, Howlett ему также написал трек Nail. Ну и в 2009 году трек Dead Can Beats выйдет как бонус-трек на пиратской русской версии альбома Nemades Must Die. В самом треке используется гитара из Dead Kennedys California Obel Alice 80-го года. Back to School. Студийная версия вышла на сборнике Very Low Singles 17 октября 2005 года на Special Edition. Сам трек был сыгран 3 ноября 2004 года на La Riviera. По слухам, изначально он был всего лишь интро для концертов 1998 года. В композиции используется колесная лира. Сэмпл взят из трека «Лазарь. Духовный стих» от Владимира Иванова, ансамбль «Русская музыка». Вторым студийным треком на этом сборнике был Razor. Это переделка песни Флинта 2003 года с альбома Device No. 1. Кстати, в планах также была переделка трека Vacation отсюда же, но так и не вышла.
Heatwave Hurricane. Трек изначально игрался в Cavern Academy Brixton 3 декабря 2005 года. Далее его студийка выпущена как бонус-трек на пиратской русской версии альбома Invaders Must Die 2009 года. Официально части этого трека войдут в Rebel Radio с альбома The Day Is My Enemy 2015 года. Wake the Fuck Up выходил в 2005 году как промо и релизом 30 января 2006 года на сборнике Liam Prodigy Back to Mine. Трек написан при участии Cool Kate и является некой смесью ударных из Speedfast и дудок из Wake Up Call с альбома 2004 года. Что примечательно, далее его элементы перекочуют в Roadblocks на альбоме 2015 года. К треку выходили официальные ремиксы Unknown vs. IG Dorp и Dave Clark Drum and Bass ремиксы. Сам трек игрался вживую 30 июля 2005 года на Pabellon Multiusos Sanchez Paraíso. Трек Destroy the Melody записан с вокалом рэпера Willy. Далее трек превратится в Destroy с альбома 2015 года. Данная версия выложена в интернет в 2012 году. В 2006 году на Snowblind в Original Motion Picture Soundtrack выходит трек Shadow of a Devil. Далее, в 2007 году, как Shadow, он появляется как часть саундтрека компьютерной игре Project Gotham City Racing 4. В этом же году, как The Shadow, является звуковой дорожкой к аниме Агент Вексел. И, наконец, в 2008, опять же, как Shadow of a Devil, в качестве саундтрека к фильму «Искажение». Трек First Warning выпущен 2 марта 2007 года на диске Smoking Aces Original Film Soundtrack. Далее в 2008 году выходит для саундтрека к игре Need for Speed Undercover. Впервые трек был сыгран 1 октября 2004 года в Luca Betus Theater. Также Warning часто при вокале Кита Флинта. Who the fuck is Eddie Cochran выпущен как озвучка для сайта. Гитара сэмплирована с Eddie Cochran Summertime Blues 1958 года. От этого и название трека. The Death of Yugoslavia. Трек звучал в ролике интервью, посвященному концерту Warrior Dance в Белграде, Сербия, 15 сентября 2012 года. Был использован сэмпл из одноименного документального фильма BBC The Death of Yugoslavia Enter Nationalism 1995 года.
Ну и наконец, давайте перейдем к тем трекам, что были сыграны только на живых выступлениях и никогда не выходили как студийные релизы по решению Лиама Холлета. Trouble at the Sandy's Heath. Трек, сыгранный 23 января 1992 года в Mountford Hall. Вокальные сэмплы это Led Zeppelin, Immigrant Song 70 года, Spoonie G, Spoonin' Rap 79 и Beastie Boys Slow and Low 86 года. Acid Break, или же Now Hear This. Трек сыгран 5 мая 1993 года в Aylesbury Civil Center. Использован голос из HRD и Daddy Freddy в Ragamuffin Duo 1989 года. Выкрик Wilson Pickett Getting Back on Time Engine No. 9 1973 года. Данный трек был выложен 8 августа 2020 года в чистой, неконцертной версии со старой аудиопленки. Time to Get Funky and Raw, он же Funky and Raw. Трек отыграли 30 апреля 1993 года в Mayday. Вокальная часть APMD Get the Bozak 1989 года. The Devil Inside of You. Иногда звучал как The Devil Inside of Me. Трек представлен 16 ноября 1993 года в Ридсе. Голос, гитара и мелодия взята из Эндрю Ллойд Веба and Time Rise в Classification 1973 года. Часть трека позже вольется в Claustrophobic Sting с альбома 1994 года. Gabba сыгран 10 июня 1994 года в Zoom Night Club. Был всегда треком для живых выступлений. 4 августа 2020 года выложена чистая версия со старой аудиокассеты. Крик – это сэмпл из Walt Disney Music Company The Unsafe Bridge 1964 года. Голос – GTO My Father Promised Me a Sword 1993 года. Rock'n'Roll изначально был назван Brainstorm, в будущем станет основой для трека You'll Be Under My Wheels, вошедшего в альбом 2004 года. Трек сыгран 12 августа 1994 года в Halsfreds фестивалем 94. 14 августа 2020 года выложена чистая версия со старой аудиокассеты. Голосовой сэмпл – это Ultramagnetic MCs Popol Arch 92 года. На этом же концерте в этот же день также был представлен трек Live Beats, или же его называют Brown. Это не кавер, а ремикс, сыгранный вживую на MDM Get Acidic Strong and Dangerous Mix 1988 года. Keep It On. Трек, сыгранный 1 октября 1994 года на Universe Gathering 94.
Бенни Бланко. Трек представлен 25 марта 1995 года в Бриксон Academy. Голос из фильма «Путь Карлита» 1993 года. Биты и синты из Time Zone Wild Style Special New Mix Instrumental 1983 года. Гитара Dead Kennedys California Uber Alias 1980 года. Vogue отыгран 5 мая 1995 года в World National Бельгию. Kick It In. Трек представлен 25 августа 1995 года на Lowlands Festival. Kick it out! Prepare for the Rush. Но это скорее линк, чем полноценный трек, который назвали Dre Link, так как является сэмплированным Dr. Dre Aniga with the Gun 1992 года. We do what the fuck we want. Иногда fuck what you want. Трек представлен 22 марта 1999 года на The Big Night Out, Cape Town. Эта фраза и трек родились на фестивале Rhythm Festival 29 августа 1998 года, где Моби и Beastie Boys попросили не исполнять в Prodigy их скандальный трек Smack My Bitch Up. Но Максим Реалити ответил именно этой фразой. I'll Shit Beats. Скорее фил, чем трек, исполненный 15 мая 1999 года на Close Up Planet Festival. It's a fucking life center. Nuclear исполнили 17 августа 2001 года на Rock of the Arenas. Трек предназначался для будущего альбома, но будет отменен, и часть его побудут в More Girls сингла Girls 2004 года. Frequencies – трек, сыгранный 22 октября 2004 года в KB Hallen. Гитарный сэмпл The Edgar Winter Group Frankenstein 1972 года, а женский вокал Деннис Кофи Theme from Black Belt Jones 1974 года. Beat 55. Трек отыгран 16 мая 2008 года на The Plug. Позже вольется в сингл Omen этого же года. Голоса из фильма «Нападение на 13-й участок» 1976 года, а в ранней версии из фильма «Двухполосное шоссе» 1971 года. Трек представлен 11 августа 2008 года в студию Cost и был отыгран всего лишь один раз. Трек имеет мелодию из Ralph Merty and His Orchestra Shish Kebab 1957 года. Dogbite.
Трек представлен 8 июня 2011 года в Фазенда Маеда. Изначально трек называли Bring Me Noise. В треке звучит гитара из The White Stripes, Jumble Jumble и Hello Operator 2000 года. Jet Fighter 8 июня 2012 года был сыгран на Download 2012. Трек имеет мотив Алка Ягник и Айла Арон 1993 года и вокал System of a Down 2002 года. Композиция планировалась войти в будущий альбом How to Steal a Jet Fighter, объявленный 3 мая 2012 года, но который был отменен, как и этот сингл. Beats. Опять же, скорее фил, чем настоящий трек. Сыгран 16 июня 2013 года на Indian Summer Festival. Ну, я с вами прощаюсь. Ждем лайков, если ролик понравился. Пишите в комментариях, если мы где-то что-то упустили или допустили какие-то неточности. Ведь информации очень много по Prodigy, которой так и не вышло. Всем до встречи!